Вечер в нью-йоркском ресторане Клаудлина был наполнен приглушенной музыкой и запахом свежих устриц. За огромными окнами сиял Манхэттен, город, который никогда не спит. Среди гостей, окруженный партнерами и инвесторами, сидел Итан Лоусон, владелец сети люксовых отелей. Богатство и внимание давно перестали приносить ему удовольствие. Все вокруг казалось пустым. Когда к его столику подошла официантка, молодая девушка с усталым, но гордым взглядом, он едва поднял глаза. Ее звали Эми Ларсен. В ее движениях было что-то особенное, уверенность без высокомерия, достоинство без показного смирения. Итан, чтобы развлечь друзей, позволил себе глупую шутку, громко произнеся с улыбкой: «Дам $1000 за обслуживание». Смех за столом прокатился, как холодная волна. Эми не изменилась в лице. Она поставила поднос на стол и спокойно ответила по-английски, коротко, но твердо. В ресторане воцарилась тишина. Итан впервые почувствовал стыд, будто на него направили зеркало. Через несколько дней он вернулся. Без компании, без показного шика. Просто хотел увидеть ее снова. Когда Эми подошла, он попытался заговорить, уже без насмешки. Она рассказала о себе. Когда-то училась в Бостоне, мечтала о карьере переводчика, но после семейной трагедии ей пришлось оставить учебу и работать официанткой, чтобы оплатить лечение младшей сестры. Ее слова не были жалобой, это была история силы. Итан слушал, чувствуя, как рушится его привычная броня из цинизма и гордости. Он предложил ей работу в своем отделе, должность администратора с хорошей зарплатой. Но Эми отказалась. Сказала, что не хочет, чтобы кто-то думал, будто ее успех куплен чьей-то жалостью. Она хотела добиться всего сама. Эти слова остались с ним надолго. Год спустя Эми стала менеджером ресторана. Люди уважали ее не за титул, а за честность и спокойную силу. Итан наблюдал со стороны, понимая, что именно она изменила его не советом и не благодарностью, а примером. На открытии его нового отеля в Чикаго они снова встретились. На этот раз, как равные партнеры. Когда их представили журналистам, кто-то спросил: «Правда ли, что все началось с той фразы от $1000?» Итан улыбнулся. «Да, только тогда я думал, что покупаю улыбку, а получил урок, который дороже любых денег». Эми посмотрела на него с легкой улыбкой. В ее взгляде было то, что не купить ни богатством, ни властью, уважение. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.